Ребята, кто уже подключается в чат, в эфир, добрый вечер. Приветствую моих первых зрителей. Как дела? Напишите в чат, кто уже подсоединился. А, Так, Света, привет. Давным-давно не виделись, да? На стримах что-то последнее время Света мало посещает нас, но я понимаю, что, естественно, у всех свои дела, и каждый раз, наверное, невозможно присутствовать на стриме, но мы в любом случае вас ждем каждый раз и рады видеть. Так, ребята, давайте вот что хочу сказать. Самое главное, я вообще приветик, приветик, Юрий, вижу. Я вообще так понимаю, что, стримы, конечно, каждую неделю достаточно сложно мне проводить в таком вот, я прогульщица, в таком режиме, потому что очень насыщенная, конечно, неделя. И в конце недели, если еще вещать какой-то, такой контент образовательный, информационный, с такой хорошей нагрузкой, да, на мыслительную деятельность, то это трудно вот лично мне, потому что, ну, достаточно много работы в течение недели такой. Вот, Самат, привет. Я хочу вот так вот вас спросить. Как вы смотрите на то, чтобы мы с вами по субботам, ну, как минимум хотя бы сейчас, по субботам, по пятницам, вот в это время встречались именно на песенные стримы, на вокальные стримы? Потому что это как-то вот лично мне больше сейчас интересно, потому что я понимаю, что у меня в основном все преподавание, а сама я сейчас нигде не пою и как-то особо не практикую вокал. Думаю, ну, хотя бы, может быть, на стримах я тогда начну петь и возобновлю все то утраченное, что было раньше. Вспомню свой репертуар джазовый, вы узнаете что-то новенькое, какие-то новые песни, может быть, заинтересуетесь каким-то творчеством новых для вас известных, ну, известных в джазовой среде, для вас новых каких-то имен и будете слушать джазовую музыку, например. Но опять же хочу сказать, что не обязательно только джаз. Предлагайте, может быть, вы какие-то песни мне покидаете, я заранее их посмотрю, заранее подготовлю и спою на стриме. А вы, собственно, даже оцените и скажете свои комментарии, подходит мне такой стиль пения или нет. Ну, в общем-то, я уже давным-давно опытным путем проверила, что все-таки мне больше и идет, и нравится, и другие люди так считают, профессионалы, что джаз – это вот мое. Остальная музыка мне не так подходит, как вот именно джазовая. Вот, ну ладно. А, так, я смотрю, вы тут друг с другом уже там поздоровались. Давайте, знаете что, и помимо того, что я говорю про песни, давайте вот таким образом построим наш диалог, э, полилог, когда нас много. Вы будете задавать точечно какие-то вопросы, ну вот конкретно вас что-то интересует, например. Ну вот я понимаю, что как-нибудь мы проведем с вами образовательный стрим по соул, по музыке соул. Может быть, у вас есть какие-то еще вопросы, может быть, по вокальной технике у вас будут возникать какие-то вещи, да? Диана с Брэндоном тоже готовит джаз. Ну вот замечательно. Диане так это вообще показано, петь джаз с ее низким тембром, голосом. Низкие голоса очень хорошо дружат с этой музыкой. Вот. Так что давайте таким образом будем точечно с вами какие-то, может быть, вопросы выяснять. А если я пойму, что этот вопрос я смогу раскрыть только в объеме целого стрима, то мы посвятим этому вопросу целый стрим. Ну и либо просто будем общаться с вами по вокальной технике, по вокальной теме. Все, что скажете, буду стараться ответить на ваши вопросы. Но опять же я скажу, что я не Википедия, не энциклопедия. Что-то я могу и не знать, даже если вы будете задавать вопросы. Но как минимум, если вы зададите вопрос, на который я не смогу найти сразу вам ответа в своей голове, то я обязательно выясню эту тему и потом на следующем стриме вам расскажу. Вот. Так, ребята, ну я рада, что вы друг с другом с всеми поздоровались. Давайте сейчас начнем с песни. Это не совсем джазовый стандарт, это авторская песня такой известной певицы, около джазовый стиль у нее. Ее зовут Нора Джонс. Я думаю, что многие из вас, наверное, даже слышали такое имя.
В джазовой среде, конечно, Нору Джонс очень хорошо знают. Она автор-исполнитель своих песен. И она также известна, что получила в каком-то году, не могу сказать, в каком, начале 2000-х, получила... Так, мне тут просто по телефону позвонили. Надеюсь, больше не будут звонить. В начале 2000-х она получила премию Грэмми за песню «Don't Know Why». Я ее сейчас, к сожалению, вам не спою, я что-то не подготовила эту песню, хотя я ее знаю, могла бы спеть, но минусовки нету с собой. Вот. Я спою вам другую ее песню, называется она Lone Star, «Одинокая звезда». И, ну, вот мне, в принципе, очень нравится творчество Норы Джонс, поэтому если вам понравится песня, то, пожалуйста, изучайте творчество Норы Джонс, у нее очень много замечательных песен. Так, ну, погнали, спою вам. Надеюсь, не позвонят во время пения. Так. Минус пошел, а вот музыка еще нет. Ой, что это? Надеюсь, минус будет нормальный. А я не вступила, ребята. Я не вступила. Давайте еще раз. Еще раз. Там получается с самого начала. Lone star, where are you? Out tonight, this feeling I'm trying to fight. It's dark and I think that I would give anything for you to shine down on me. Так, вот так звонят теперь ребята. How far you are, just don't know the distance I'm willing to go. I pick up a stone that I cast to the sky, hoping for some kind of sign. Ребят, а вы мне пока напишите. Музыку погромче, да? Как раз хотела это спросить. Может быть, у меня колоночка сидит? Не должна, по идее. А сейчас получше музыка? Я погромче сделала. Lone star, where are you? Out tonight, this feeling I'm trying to fight. It's dark and I think that I would give anything for you to shine down on me, for you to shine down on me. Вот такая вот, ребята, песня. Если честно, я сейчас немножко испугалась, это, оказывается, бэк-вокал в конце вступает, даже там что-то выехало из тональности. Ну, ладно.
Так, громкость вроде как нормально пишете уже, да? Ладно, хорошо, спасибо, ребята. Спасибо. В общем, да, я сейчас могу сказать просто, давайте так договоримся. Я эти песни, естественно, не репетировала, я просто сходу пою, что раньше когда-то давно пела. Вот. Если бы я, конечно, порепетировала, я, наверное, сейчас бы не вылетела из тональности, но ну ладно. В общем, мы сегодня с вами просто так, знаете, как будто вы находитесь на репетиции, как будто я там готовлюсь на корпоратив выступить, например, как это было раньше. Вот. И вы еще замечаете, если вам нравятся песни, то пишите, какие песни вам понравятся. Так, ну что, давайте, наверное, сейчас поем песню, которую вы знаете. Это песня Пегги Ли. В прошлый раз кто-то меня как раз попросил. Кто-то попросил. Так, сейчас, секунду, ребята. Сейчас, секунду, у меня звонок. Мне нужно просто ответить буквально секунду. Алло, я могу перезвонить попозже? У меня просто, я не могу сейчас говорить. Хорошо? Урок, да? Да. Ну ладно, Маша, ладно. Давай. Вот так вот, ребята. Вот понадеешься на телефон, кто-нибудь позвонит. Я вообще, как я что-то не поставила авиарежим, надо было поставить, чтобы никто не позвонил. Так, значит, ребята, я надеюсь, что вы не загрустили. Пока тут совсем недавно услал одно. Угу. Да, Павел, я видела, что вы мне отправляли. К сожалению, только начало послушала, но вижу, что да, очень талантливый какой-то ребенок, какой-то уникальный тоже уже со своей манерой, поет джаз. Так, ребята, я просто не могу. Что происходит? Мне одно за другой звонят. Ну ладно. Алло. Ой, нет, извини, я тебе неправильно сказала. Конечно, «День опять погас». Это я спутала. Не, «День опять погас» будет песня. Извини. Ладненько, давай, до завтра. Ага, давай. Пока-пока. Ребята, простите, я вообще уже... Ладно. Вот бывает такое, знаете, что ты запланируешь и звонят все в одно время. Так, все, теперь, я надеюсь, больше никто нас не отвлечет. Все, на все вопросы отвечено. Давайте песня Пегги Ли. Песня Пегги Ли. Напишите в комментариях, кто. Что за песня, какая самая известная песня у Пегги Ли. Там очень много текста, ребята, очень много текста. Поэтому где-то, наверное, в серединке я могу вылететь из него, но посмотрим. Посмотрим, насколько я что-то помню. Погнали. Пегги Ли. Fever. Ой, колонку-то я и выключила. Наверное, погромче надо сделать. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get my fever when it's too hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Juliet, baby, you're my flame, you give me fever. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever, I'm a fire, fever, I'm born
hunt for truth. Эту строчку спела. Captain Smith and Pocahontas had a wedding at the fair. Вот я, ребята, вылетела из формы. I will hold me tight, you give me fever. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever, I'm his missus, so they want you him right. Да, все напутала. Now you listen to my story. He's got a better that made. Can't be born to give chicks fever. When I faint hard and the great. Приходится импровизировать, ребята. Когда все напутал, всю форму, будем импровизировать. Fire my flame, fever go my flame. Да, я понимаю, что... Нет, все-таки эту песню надо было повторить. А знаете, ребята, вот такие песни, вот сейчас вот я, да, тут все напутала, такие песни, когда там 3 или 4 куплета идут, надо обязательно повторять форму, потому что вот это, где-то у нас есть отступление 2 такта, где-то вообще нет отступления, где-то 4. И то есть вот это, конечно, нужно просмотреть. И сразу так сходу вспомнить без подготовки сложно. Хотя песня на самом деле простая. Простая она в каком смысле? Простая по мелодии и по диапазону, да? Но эта песня сложная по ритму и по чувству свинга. То есть нужно уметь как бы делать оттяжки, владеть джазовой фразировкой вокальной, оттяжки, подхлесты, ощущение вот этой раскачки, все время ритмических акцентов. То есть это вот нужно владеть джазовым языком, чтобы петь такие песни, да? То есть песня простая диапазону голоса, но есть свои фишечки вот эти стилистические, которые особую краску создают, ну и такую сложность, наверное, где-то в чем-то. Так, ладно. В общем, с Фивой я не справилась, честно скажу, но будем... А вот Павел заметил. Так. Спасибо, ребят, что прощаете. Ну, у нас же здесь репетиция, да, у нас так... Пускай будет такая репетиция с Орлеаной. Так, значит, давайте мы с вами следующую песню споем. Ну, естественно, я спою, а вы послушаете. Следующая песня – это джазовый стандарт. Вообще, этот джазовый стандарт стал настолько популярен, сильно популярен в исполнении Рэя Чарльза. Я думаю, что, возможно, вы даже сейчас мне напишите именно какая песня, как называется эта песня в исполнении Рэя Чарльза. Она стала, ну, очень-очень популярна. Давайте попробуем с вами угадать. А я попробую ее сейчас также вспомнить и спеть. Алла, спасибо большое, очень приятно. Вообще, да, это такая, знаете, репетиция песен, каких-то забытых. Но я очень люблю эти песни все. И надеюсь, что мне удастся еще восстановить этот репертуар. И, может быть, даже я как-то позаписываю кавера на эти песни. Ну вот я все-таки поняла, что мне, наверное... Так и всегда любой вокалист должен делать, да. Но когда вот, например, я обучалась в университете, в академии, не всегда приходилось петь то, что нравится. То есть и были какие-то определенные строгие рамки, что вот нужно песня на русском языке или песня там романсы мы сдаем, или еще какие-то там, ну, джазовые стандарты я всегда любила, допустим, композиции из мюзикла. То есть, ну, мюзикл, например, это совсем не мое, но приходилось петь. Вот. А сейчас, когда уже в свободном плавании, наверное, можно позволить себе петь то, что нравится. Так, погнали. Сейчас загрузится минусовочка. Ну что, узнали песню-то? Какая? Значит, ну, в общем-то, по первому слову. Georgia, Georgia, the hot
day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind, on my mind. I'm say Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as the moonlight through the panes. The arms reach out to me. The eyes smile tenderly. Still and peaceful dreams I see. They're all leading back to you. I say, Georgia, Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind, on my mind. The arms reach out to me. The eyes smile tenderly for the peaceful dreams I see. They're all leading back to you. I say, Georgia, Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Keeps Georgia, keeps Georgia on my mind. Уф. Так, сейчас. Ребята, ну давайте общаться. Ура! Georgia on my mind. Да, точно. Так. Пойди угадай. Можно было бы еще сказать Hit the Road Jack, наверное, да? Одна из самых популярных тоже песен. Так, все отлично. Все узнали. Georgia on my mind. Ура! Ой, Света, спасибо, это так приятно. Я бы не против, ребята. Мне вообще, конечно же, в любом случае, когда люди идут учиться петь, учиться, да, заниматься вокалом, естественно, что пение, наверное, это то самое интересное и самое кайфовое вообще, что хочется делать. Вот. Но в процессе, конечно, музыкального образования мы получаем полный спектр знаний, да, не только вокальную практику, но еще очень много теории музыки, да, мы знаем музыку изнутри, гармонию, аккомпанирование, инструменты, то есть это, конечно, здорово, и пение, конечно, самое классное, да, но вот, наверное, только петь было бы для меня, ну, как сказать, нет, мне, наверное, было бы классно петь, но все-таки преподавание и вот передача каких-то знаний, информации, умений – это тоже вот для меня очень важная такая составляющая моих каких-то желаний внутренних. Поэтому педагогика, ну, в какой-то момент она просто так сильно захватила, что я уже не смогла отказаться. Вот. А сейчас уже даже и отказываться не хочется, потому что
Ну, потому что уже столько много учеников, уже столько много опыта наработано, что как-то, ну, по большому счету даже глупо это делать. Но, конечно, петь надо, да, согласна. Спасибо, Света, большое, если вам понравилось. Ну, сольфеджио, конечно, Павел, сольфеджио. Куда же без сольфеджио в вокале, в пении, в музыке вообще, в принципе. Конечно же. Вот, значит, ну, будем повторять репертуар, а может быть и на сцену пойдем, да, через какое-то время. Ребят, смотрите, я вам сейчас хочу спеть такую песню. Ее вы вряд ли знаете, вряд ли слышали. Это песня из репертуара одной моей любимой певицы, которую зовут Лиз Райт. Лиз Райт. Это американская госпел-исполнительница, певица, но также исполнительница джазовых стандартов, но альбомы у нее и песни в основном авторские и авторские в стиле госпел. Наверное, это та вот певица, которую я как только послушала на первом курсе в колледже, я просто влюбилась в ее песни, в ее творчество, и я перепела очень много песен еще, учась в колледже ее. Мне очень нравилось, но единственное, что, конечно, такая она очень... Ну, сейчас вы поймете, я единственное вам хочу сказать, я спою вам не полностью песню. Давайте так, эта песня будет вопрос. Я спою вам кусочек, тот, где помню, потому что там бридж идет такой достаточно сложный, мне надо будет его повторить, там сложные гармонии, переходы, и я боюсь, что я сейчас могу потеряться. Но вы мне, давайте так, я спою вам кусочек небольшой, а вы мне напишите, нравится ли вам такой стиль, и подготовить ли мне эту песню в следующий раз полностью, послушать, да? Но, в принципе, поначалу песни вы уже поймете, что это за стиль. Вот. И если это будет актуально, если вам понравится, то я ее к следующему разу прям подготовлю. Вот. А пока, а пока не подготовила. А пока просто в наглую хочу вам спеть маленький кусочек этой песни, потому что она мне очень нравится. Так. Everybody's telling me to open up my eyes. You got me bewildered. You got me beguiled. Baby, when you promised me the world, I felt alive. Every time you whisper, I thought you could be my bride. Now I've got to know, 'cause baby, you realize you're so. 'Cause it's me for real now. Or am I just... Ну и все, здесь я поплыла, короче говоря. Да, здесь надо повторить, ребята, сложные гармонии, переходы. Вот. Напишите мне, давайте так, это был просто... Это была проверочка связи. Напишите, нравится ли вам такой стиль, и подготовить ли мне эту песню в следующий раз. О, Павел, да вы просто в теме. Вы знаете песню My Heart, My Heart, My Head, My Mind, My Soul, My Feelings over You. Павел, да мы просто не зря с вами встретились. Ну, вот на моем опыте очень мало людей, кто знает Лиз Райт. Ну, просто очень. А вы мне прямо написали эту песню. Да, я согласна, эта песня одна из самых хитовых ее песен. Песни из песен. Ну, ладно. «Масло масляное». Очень классная песня, да. У меня, к сожалению, нету минусовок, но сейчас уже техника настолько в интернете, онлайн всякие конвертеры продвинулись, что можно даже сделать задавку неплохую и спеть эту классную песню. Да, очень крутая, согласна. А еще мне нравится у нее «Salt» песня, для тех, кто в теме говорю, да. Там на 6/8 такой вот прям госпел крутой. «Fire». Тоже, может быть, кстати, вам ее спою как-нибудь. И мне еще нравится «My Hey Man». Hey man, what you doing here? I don't remember letting you in. Тоже она как госпел, да, у нее в основе. Ну, да, я думаю, что вот стиль Лиз Райт – это то самое, что мне вот больше всего нравится вообще в музыке. Так, ну ладно, погнали дальше. Что мы можем с вами сейчас еще такое интересненькое спеть? Вернее, не мы с вами, а я спою для вас. Давайте так, давайте спою известную песню «Печальку по лету», «Летнюю печальку».
Это тоже песня, ну, в общем-то, да, это хит. Попечалимся с вами по лету. Summertime Sadness. Это у нас кто? Это у нас Лана Дель Рей, конечно же. Вот, давайте сейчас. Да, Сигазавр действительно сложная композиция. Мне надо ее самой повторить, потому что я даже как-то, когда ее раньше пела, вот ту Fool's Gold, я как-то не задумывалась о том, что там такой сложный бридж. Как-то, видимо, много-много слушала, потом мелодия в голове осела. А сейчас, когда много лет уже не пела эту песню, у меня ощущение, что... Господи, а как я там пела-то? Я вообще все забыла. Ладно, давайте. Значит, сейчас будет известная песня. Вот-вот, ностальгия по лету. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just want you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair real big, Purican style, high heels soft, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air till lip and wires above. I sizzle like a snare, honey, I'm on fire. I feel it everywhere, nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just want you to know that baby, you're the best. I got no summertime sadness. Just a summertime sadness. Got that summertime sadness. Oh. I'm feeling electric tonight. Cruising down the con, going about 99. Got my babe, but I haven't sight. I know if I go happy tonight. Oh my God, I feel it in the air till different wires above. I sizzle like a snare, honey, I'm on fire. I feel it everywhere, nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just want you to know that baby, you're the best. I got that summertime sadness. Got that summertime sadness. Get that summertime sadness. Oh. Think I'll miss you forever. Like the stars in the sun in the morning sky. Like the bed than ever. Ever need you, I'm gonna drive. Got the summertime sadness. Summertime sadness. Got the summertime sadness. Oh. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just want you to know that baby, you're the best. I got the summertime sadness. Summertime sadness. Got that summertime sadness. Oh. Вот
такая вот, ребята, летняя печалька. Ну что, Евгений, спасибо, кстати, вам за приятный комментарий тоже. Рада, что вам нравится. Так, тунц-тунц, действительно. А, э, Так, что-то вы знаете, Кара Эмеральд. Что-то знакомое по имени Эмеральд. Но я, к сожалению, вам вестник финансового апокалипсиса. Так, я надеюсь, что вы в первый вестник финансового апокалипсиса. Я надеюсь, что информация, когда нас ждет финансовый апокалипсис, вы оповестите эту информацию в моем чате. Я буду очень благодарна вам за это. Что-то я знаю эту фамилию Эмералд, но почему-то я не слушала эту исполнительницу, честно скажу, или исполнителя. Так что давайте я даже себе прям запишу. А если я слушала, то я вам... Если слушала, то в следующий раз отвечу на этот вопрос. Очень знакомое что-то, но почему-то от меня уплыло. Мгм. Ну да, я просто, знаете, музыка — это вообще целая вселенная, поэтому тут даже в рамках одного там джазового стиля знать все невозможно, особенно если это что-то новое. Очень люблю. Супер. Ну, если это что-то новое, да, я согласна, что, может быть, я еще пока не знаю. Так, отлично. Спасибо вам большое за новое имя. Я обязательно посмотрю, что... Нидерланды. Мгм. Вот видите, Павел у нас просто ходячая энциклопедия. Павел знает все. Павел знает все. Павел, ну, это просто какие-то... Вы были на программе, знаете, вот, Мария, как это называется, программа? Помните, у нас по НТВ или по Первому каналу идет, для эрудитов программа, "Слабое звено", помните, да? Ну, такая классика уже, мне кажется. Давным-давно эта программа идет с Марией, бывшей, фигуристкой, я забыла ее фамилию. В общем-то, вам, наверно, надо туда, Павел. Я вас прямо туда направляю. Едьте на эту программу, вы знаете все. Так, на Бьорк. Да, Бьорк тоже знаю, конечно же, Бьорк. У нее тоже специфический достаточно стиль. Все заложено на ее вот этой вот манере исполнительской. Не мо Там, сложных песен почему-то я не помню у нее, есть ли вообще у нее какие-то сложные песни, но это такая специфическая, конечно, барышня. Не могу сказать, что это джаз. Все таки это что-то, ближе популярному стилю, но все равно этот популярный стиль, наверно, имеет свои узкие рамки. Вот. Так, спасибо вам, Бьорк. Тоже бы, наверно, надо чё-нибудь послушать. Мгм. Так, хорошо, ребята. В общем, вы тут продолжаете общаться. Телек не смотрю. Павел, я тоже телек не смотрю, но я когда к родителям приезжаю, у них телек просто даже на ночь не выключается, поэтому я все равно примерно, узнаю, что же сейчас до сих пор идет. И вот эта программа "Слабое звено" идет вот я не знаю сколько лет уже, но вот до сих пор идет. Значит, у нее есть хорошие рейтинги, раз она до сих пор у нас не исчезла с экранов. Так, ну что мы с вами можем еще сейчас спеть? Например, такая песня, которую вы, скорее всего, не знаете. Значит, исполнительница Дайана Кролл. В прошлый раз я вам пела песню исполнительницы Дайаны Кролл джазовой, джазовой пианистки и певицы очень 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 популярной в джазовой именно среде, в джазовой тусовке, американская певица и пианистка. Очень низкий голос у нее. Давайте, наверное, я сейчас попробую у нее спеть. Сначала так на разогрев сделаю. Песня называется "Let's Fall in Love". Это джазовый стандарт. Ну, я надеюсь, что я во все везде попаду. Будем надеяться. Короче говоря, опять репетиция, да? Ладно, ребят, вы пока тут общаетесь, а я попробую все-таки спеть без репетиции. Надеюсь, не запутаюсь. I have a feeling, it's a feeling I conceal it, I don't know why. It's just a mental, sentimental, highly
but I adore you. So strong for you. Why go with stalling? Love is calling. I'm falling. Why be shy? Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made of it. Let's take a chance. Why be afraid of it? And tell you why. Let's close my eyes and make my own paradise. Little we know how it, still we can try to make it go with. We might never know each other, to be or not to be. Let's our hearts discover. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Why had the time for it while we are young? Let's fall in love. Сейчас будет, ребята, импровизация, в течение которой я могу с вами немножко пообщаться в чате. Телек отстой. Ну, вообще, я с вами согласна, да. Заполняют мозг нашим родителям, бабушкам. Что ж поделать? Видимо, телек еще будет долго жить. Ура, Соня, привет! У нас тут джаз. Холодильник побеждает. Спасибо большое, ребят. Это у нас пока соло гитары, поэтому я с вами болтаю. Ура! Санта-Барбара. Достаточно длинное соло гитарное здесь, но это аранжировка Дайаны Кролл, ее состава, коллектива. Так. Да, длинное соло. Ну ладно, давайте мы вместе с ним сейчас так немножко потанцуем плечами. Расслабим плечи, шею, плечи. Давайте танец плеч. Ой, сейчас я скоро буду вступать. Уже помню этот момент. Контрабасик. We might have an and reach for each other, to be or not to be. Let's our hearts discover. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love now? It's the time for it while we are young. Let's fall in love. Let's fall in love. Let's fall in love. Let's fall in love. Вот такая вот, ребята, композиция. Не часто тоже ее вообще пела раньше. По голосу, по диапазону она низкая, но, в принципе, подъемная, да, то есть нет какого-то... Вообще в джазовых таких, в балладах есть широкий диапазон, но джазовые баллады поются двумя регистрами, да, ну, разными приемами, но очень часто используется как бы головной голос, head voice, chest voice, да, и связка между ними. Вот такого плотного микса, например, как в эстрадной музыке, да, где там нужно мощно подать, есть такие места, но немножко по-другому, да, все-таки джаз такая более, джазовый вокал, он более построен именно на манере и на чувстве, на ритмическом чувстве, да, вот. Ребят, спасибо, вы танцуете там, у меня чат затанцевал, это прекрасно. Так, я в осадке. Спасибо, ребят, спасибо большое, вы мне прям... Знаете, вы сейчас мне такие комментарии напишите, я теперь каждую пятницу буду выходить и
петь, в общем-то, все песни, да. А потом вообще решу, что надо открывать джазовые каналы и записывать джазовые песни, аранжировки, в своей аранжировке. Вот. Ну, почему бы и нет, да? В общем-то, это, мне кажется, замечательная идея. Ну, напишите, кстати, нравится ли вам такая идея, чтобы я открыла джазовый канал и пела джазовые стандарты на нем. А вы узнали как можно больше джазовых стандартов. Так, ладненько, вот и поболтали. У меня сегодня что-то тоже уже поняла, что не так много. Да, по пятницам, пятницам. Так, сейчас. Что-то у меня осталось. Сегодня я как-то немного песен накидала на самом деле. Сейчас посмотрим. Почему 2 раза скинулась. Так, давайте, вот еще у меня осталось, ребята, сейчас скажу. Какой же я еще не успела? Песня известная очень. Давайте вместе ее споем. Вы ее знаете. Называется она "What a Wonderful World". Как бы не было в жизни сложно, печально порой и как-то, знаете, безнадежно в какой-то степени, всегда стараться нужно находить самое лучшее, видеть лучшую сторону жизни и находить в себе силы двигаться дальше, выполнять свою кармическую задачу и развиваться. В общем-то, ловить момент и быть все время стараться, как это у психологов есть, находиться в моменте и ловить состояние здесь и сейчас. Вот. И давайте сейчас попробуем спеть вместе эту песню "What a Wonderful World", тоже и самый известный, наверное, самый известный трек Самый известный трек это у нас в чем? Наверное, Луи Армстронг, но я исполню вам в аранжировке Рене Олстед, тоже есть такая джазовая певица. Моя ровесница. А может и нет. Наверное, погромче сделаю музыку. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They learn much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. И давайте все вместе повторение. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do?
They're really saying I love you. I babies crying. I watch them grow. They learn much more, and I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Hey, yeah. And I think to myself, what a wonderful world. Ну вот, ребята, такая песня. О, ребята, вы тут все шуткуете, я смотрю, да? А, Так, подождите, я на стримах что делать будем? Вы имеете в виду, Павел, что в смысле того, что если я буду песню выкладывать ну, как видео записывать, что на стримах, а на стримах будем учиться их петь, ну, например, или петь, или какие-то другие песни. Привет, 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 кого еще не видела сегодня, Габриэль. Так, значит, всегда вовремя. Сергей, если соседи полицию вызовут, вы знаете, вообще-то, у вас еще есть целых 10 минут. Я же тоже специально укладываюсь до 9 вечера, пою, чтобы уже дальше соседи не могли предъявить никаких проблем. Вот. Да, спасибо. Я, кстати, поняла, что вы мне очень часто пишете, что у меня атмосфера тут такая душевная, домашняя, ламповая, и как будто камин еще где-то так вот потрескивает. Вот, ну хорошо. В общем, пускай у нас тогда будет, у нас будет такая вот атмосфера, ну, в общем-то, Орлеан, джаз и все вместе. А Summertime обязательно, Павел, спою. Самый известный джазовый стандарт, наверное, это Summertime. Обязательно спою, просто он настолько известен, что это, знаете, как вот попса джазовая. Обязательно спою, люблю эту песню, хорошая, но что-то минусовки я, видимо, еще пока не нашла. Вот, запомнила. Так, ну вот вы мне тут всяких смайликов наприсылали. Ура, классно. Спасибо большое. Даже так. До 23 не знала, что до 23 можно шуметь, но знаю, что можно делать ремонт до 21 точно. У вас 12? Так вы где, в Америке находитесь? Подождите, значит, вы где-то... Мгм. А где же вы находитесь, вестник финансового апокалипсиса? Обязательно скажите. Так, ну ладно, ребят, в общем, давайте так. Давайте, наверное, спою вам последнюю песню, которая вот была запланирована. И тоже я, честно говоря, не обещаю, что я ее спою идеально, но где-нибудь вылечу. Вот, а потом мы с вами будем потихонечку завершать наш эфир, общаться, и если будут у вас какие-то вопросы, я на них поотвечаю. Так, ну давайте, тоже будет песня неизвестная, джазовый стандарт. Ой, сори, я закрыла камеру своими листочками. Надеюсь, не потеряемся. Все, смотрю, что экран пропал. Так, значит, у нас будет, песня называется «This can't be love». Это не может быть любовью. Ребята, это не может быть любовью. Вот такой вот джазовый стандарт. Поехали. Тоже Диана Кролл. This can't be love because I feel so well. No sobs, no sorrows, no sighs. This can't be love, I get no dizzy spells. My head is not in the skies. My heart does not stand still, just hear it beat. This is too sweet to be loved. This can't be love because I feel so well.
And I love to look into your eyes. Так, ребята, вот такая вот песня. Ребята, такая песня, значит, скорее всего, вы не слышали, она аранжировка достаточно быстрая, да, ну, не очень обычная аранжировка именно для этой песни. Вот так вот Дайана Кролл решила записать именно этот стандарт. Вот. В какой-то степени, может быть, кому-то показаться немного дерганым, такой очень акцентированный, да, там такие акценты ритмические, джазовые. Вот. И мне очень нравится эта песня, композиция именно в такой аранжировке. Вот. Вот, кстати, вот то, что сейчас фортепиано солирует, это соло Дайаны Кролл. То есть надо понимать, насколько профессионал, что она владеет и вокалом, ну и в первую очередь, конечно, фортепиано. Это все ее соло. И, ребята, по стандарту у нас получается, что в конце точно так же после всех импровизаций прозвучит снова тема. This can be love because I feel so well. And I love to look into your eyes. And I love that I just really beat. This is too sweet to be loved. This can be love because I feel so well. And I love to look into your eyes. And I love to look into your eyes. Ба-ба-ди-ди-да. Вот такая вот песня, на которой не расслабишься. Очень быстрый темп и такой, ну, такой, может, в какой-то степени слишком акцентированный, да, и кому-то может показаться песня дерганной. Вот. Но мне так не кажется, просто я слышала комментарии других людей, которые так говорили, что какой-то дерганный вариант мне так не нравится. А вот мне нравится, просто вот не всем подходит. Да, ребята, принесла нелегкая. Так, ребята, всем, с кем не поздоровалась, всем привет, да. У нас с вами все, песни закончились на сегодня. Песен больше не будет. Вот, давайте, наверное, с вами тут дообщаемся, что-нибудь поспрашивайте, или будем уже завершать. У нас вот как раз вот примерно сейчас вот я в час и уложусь. Еще есть 2 минуточки, чтобы что-нибудь обсудить. Если у вас возникли какие-нибудь вопросы, а если не возникли, то вы всегда можете их оставить, ну, попозже, если возникнут, например, да, можете оставить их в комментариях под этим видео или под любым другим видео. Ну, например, вдруг вам захочется вспомнить, я сказала там какую-то исполнительницу, а вы забыли, например, записать, можете меня спросить. Ну, или любые другие вопросы. Вот. Ребята, давайте так, наверное, будем тогда завершать, да. Вижу, что особо, наверное, вопросов и нету как-то. Надо как-то оффлайн выходить. Ну, возможно, я до этого дойду, дорасту, когда буду еще проводить какие-то онлайн-встречи, оффлайн-встречи, в смысле того, что я так предполагаю, что вы имеете в виду концерты. Ну, может быть, я надеюсь, да, будем надеяться, что все нормализуется в нашей жизни, и мы будем дальше развиваться. Я буду петь, вот, и не только на стримах, но еще и на сцене. Павел. Вот это хороший вопрос. Есть ли жизнь на Марсе? Кто же знает. Я думаю, может быть, эта жизнь в Марсе. Может быть, если не на, так внутри что-то есть. Будет предновогодний стрим. Предновогодний стрим, думаю, что надо бы провести. Какие-нибудь новогодние песни мы с вами поем и попоем, не обязательно джаз. Вот я в прошлом году записывала видео, и поэтому очень много песен новогодних записывала как раз. И думаю, что, может быть, есть смысл поднять эти все песни и спеть их на стриме вместе. Да? Я буду петь, и вы будете у себя петь. И, в общем, разогреем наши связки вокальные. Вокальный аппарат разогреем. Так что я думаю, что да, новогодний стрим проведем. Единственное, что надо будет понять, когда,
30-31 я, конечно, не проведу. Там какие у нас даты получаются? Ну вот, может быть, за недельку до этого, да, сделаем с вами такой стрим. Вестник, спасибо. Спасибо большое. Очень приятно ваши комментарии, ваши смайлики, ваши розы. Спасибо, мне приятно. Да, я поняла, что, конечно, надо практиковать это в оффлайне, но будем как-то стараться балансировать. Я просто сейчас в жизни своей пытаюсь найти баланс, чтобы, с одной стороны, все успевать, но с другой стороны, еще как-то успевать и отдыхать, и не загоняться, как это было в те времена, когда я училась и работала одновременно. Вот, сейчас стараюсь как-то балансировать и уже. А, Павел, вот зачем вы так написали? Вот теперь все, понимаете, интрига пропала. Спасибо, Павел, спасибо большое. Так, 19 можно, 19 19 декабря имеете в виду? А это что у нас? Это у нас пятница, да, получается? Нет, вроде 19 это не пятница. Давайте сейчас я посмотрю. Какой это день недели у нас? Или вы мне напишите быстрее. Так, я сейчас посмотрю. 19 воскресенье. Скорее всего, не будет меня 19. Либо, ребята, либо 17, либо 24. Вот так. 31, естественно, точно не будет, потому что, ну, там уже, сами понимаете, семейный праздник. Вот. У всех у вас будут столы готовиться, да, и уже будет не до стримов. Вот. Так что 17 либо 24 я заранее вам объявлю. Да? 17 это уже получается через 2 недели. Вот. У меня там как раз будет последний зачет у студентов, и можно будет расслабиться и что-нибудь попеть такое новогоднее. Поздравить всех с Новым годом. Ладно, ребята, в общем, 24 хорошо. В общем, посмотрим. Спасибо вам огромное, что пришли поддержать меня, мой стрим. Спасибо, что вам, я очень рада, что джазовая музыка вам откликается, джазовый вокал. И буду дальше рада вас видеть на своих дальнейших стримах. Приходите, не стесняйтесь задавать вопросы, пишите в чат. Буду рада всегда новым лицам и не только новым. Вот тем, кто меня все время поддержит, таких как Павел Стамат и Вячеслав Сигазаур, уже запомнила. Сегодня еще запомнила участника с интересным именем Вестник финансового апокалипсиса. Вот, Анатолий вот тоже присоединился. Только сейчас работаю, иногда хочется хотя бы учиться и работать. Ну, согласна, да, что когда учишься и работаешь, трудно, особенно вот, в общем, отдельная тема, конечно, наверное. Может быть, стоит как-нибудь просто провести болталочку, стрим-болталочку, пообщаемся с вами. Вот. А сейчас я тоже только работаю, ну, стараюсь учиться, продолжаю, все время стараюсь, что-то делаю, прохожу какие-то и курсы, и книжки стараюсь читать, да и, в принципе, у меня сейчас и по работе очень много всякой литературы, которую нужно перелопачивать. Поэтому, ну, то есть я веду какие-то предметы для меня непрофильные, то есть мне там нужно поднимать информацию, обогащать ее, структурировать, и, собственно, почему это нельзя назвать обучением, продолжением вот этого всего, да? Поэтому когда тот, кто учился в университетах, в колледжах, ну, в общем-то, получал какое-то специальное образование, высшее образование, понимает, что, наверное, университеты, колледжи, они призваны научить человека учиться всю жизнь. То есть как только вы остановились учиться, все, уже деградация идет. Поэтому я вам рекомендую, если не, ну, как бы, как и все, конечно, говорят, да, если не учитесь в данный момент чему-то конкретному, какой-то специальности, то хотя бы учитесь в книгах, да, берите классику, да, все что угодно, психологию, все, что вам интересно. Вот этот мыслительный процесс, он должен быть постоянно в голове, чтобы вы развивались. И, в общем, ребята, желаю вам развиваться по всем направлениям и быть счастливыми. Студенту повезло. Ну, как сказать? Ну, в общем-то, я соглашусь с этим. Ребята, спасибо вам большое. В общем, давайте будем. Я так могу долго говорить спасибо большое, и давайте заканчивать. До скорых встреч. Да? Встречаемся с вами, как обычно, на стримах понедельник и в четверг.
ой, на стримах говорю, на премьерах новых видео и на стримах. Все, ребята. Ура! Ура, Сигазаур, спасибо. Все, дочитываю ваши комментарии и завершаю трансляцию. Вроде как трансляцию я завершаю, а комментарии могут еще приходить. Все, ребята, спасибо. Я рада, что у меня получается душевно, и рада, что вам это откликается. Все, пока-пока. До связи.